Всем привет! В этом уроке займемся созданием графического прототипа. Но перед тем, как мы непосредственно нарисуем этот прототип, давайте вообще обсудим то, почему именно мы, как разработчики, сейчас будем заниматься графическим прототипированием. Так, ну, во-первых, мы рисуем не дизайн, а прототип. Наш конечный сейчас вот этот вот продукт, который мы нарисуем, это будет очень страшный дизайн, и он будет говорить не о том, как будет выглядеть конечный продукт, который мы разработаем, а о том, как он будет работать. Для чего мы его сформируем? Он нужен, во-первых, для того, чтобы подвести под одну черту видение всех участников проекта. Кто могут быть здесь участниками? Это либо ваши партнеры, те люди, с которыми вы за долю делаете проект, либо ваши заказчики, люди, которые вам платят. Если вы делаете проект в одиночку, вам все равно надо рисовать прототип и вообще делать все те же самые действия, которые надо делать, если вы создаете проект в какой-то группе. Вот, потому что делать проект по-другому будет просто неудобно. Поэтому дальше все обсуждения ведутся так, будто у вас какие-то партнеры есть. Если их нет, вообразите их и делайте все равно все то же самое. Хорошо. Во-первых, нарисовав прототип, он выступит для вас же техническим заданием. То есть вашим заказчикам не придется расписывать вам там многотомное ТЗ. Чем плохо многотомное ТЗ? Потому что его никто нормально составить не может, и прочитать его нормально тоже никто не может, поддерживать его никто не будет, и он вообще не нужен, и это многостраничное ТЗ. Обычно заказчики и партнеры приходят к вам с верхоуровневой идеей. Например, Серега, мы хотим сделать платформу, на которой можно создавать образовательные курсы, проходить образовательные курсы, проверять там домашки. Вот. Ну и, соответственно, эти курсы там можно покупать. Вот вам примерно так скажут. Или вам скажут: Серега, у нас инвестиционный фонд, давай сделаем так, чтобы мы там размещали во что можно инвестировать, а другие бы туда инвестировали, а потом бы мы прибыль распределяли, в личном кабинете можно было цифры смотреть. Вот реально люди приходят именно вот с такими верхоуровневыми идеями. И может показаться, что если вам это сказали, то вы поняли, как это надо сделать. Это правда, вы поняли, но далеко не факт, и скорее всего это не так, что они это понимают точно так же. У меня был конкретный кейс, мой первый заказ на разработку именно многопользовательского сервиса. Это вот был пример с платформой а-ля убийца GetCourse, да, то есть платформа для проведения курсов. Мы там команда из 3 человек, 2 месяца что-то программировали, потом пришли показать, и оказалось, что от нас ожидали вообще не этого. Хотя мне казалось, что по-другому понять задачу просто невозможно. Этот кейс мы разбирать не будем, просто сделаем все, чтобы больше в такую ситуацию не попадать. Поэтому и надо нарисовать графический прототип. Когда вы его нарисуете, что это себя будет представлять? Это будет просто набор экранов, где есть какое-то меню, и понятно, какие есть пункты меню, понятно, какие есть страницы, понятно, какие на них есть кнопки, и понятно, как они между собой более-менее взаимодействуют. Вы это покажете вашим партнерам или заказчикам, и они скажут: ну да, мы это имели в виду. Или скажут: нет, ты нас не совсем правильно понял, мы здесь хотели чуть по-другому. Ну и ты быстренько там прямо на месте можешь это все пододвинуть, переделать. И вы сказали: да, мы хотели именно этого. И ты понимаешь, что ты будешь разрабатывать именно это. Вот, когда вы это будете делать, может показаться, что шаг избыточный, но на самом деле нет. Это раз, то есть согласовали видение. 2, вы это берете себе как ТЗ, и потом мы, исходя из нарисованного прототипа, будем составлять бэклог, то есть перечень наших задач. Но об этом будет следующий урок. А затем этот же прототип вы передаете дизайнеру в качестве также ТЗ для него. То есть он уже знает, что вы разрабатываете, он понимает, как вы примерно хотите, чтобы это работало, и он делает это красиво, а также он делает лучше какой-то там микро-UX, понимает то, что ты здесь не очень удобно для пользователя сделать эту форму, она слишком большая, он там ее разобьет на 3 раздельные страницы, ну или еще что-то такое, дизайнеру виднее. Вам главное там показать, как это работает, а дизайнеру уже будет проще работать примерно, ну, в начертанных более-менее границах, и результат также станет более ожидаемым. Тем временем, пока дизайнер обрисовывает ваш графический прототип, а вы его взяли в качестве ТЗ и начинаете программировать, вы можете делать ваш проект еще без дизайна. Вы можете просто накидывать страшные кнопки или делать только бэкэнд поначалу, а потом, когда будет готов дизайн, вы просто его прикрутите к своему проекту, но они отлично сойдутся в одной точке, потому что они оба росли из одного и того же прототипа. Хорошо. Так. И последнее, почему хорошо именно нам нарисовать инициирующий прототип, потому что мы же его потом будем разрабатывать, и мы можем нарисовать его логично, с одной стороны, потому что мы разработчики, логика — это наш конек.
А во-вторых, мы его можем нарисовать и спроектировать так, чтобы нам было его удобно разрабатывать. Если нам будет его удобно разрабатывать, во-первых, мы это сделаем быстрее, а во-вторых, нам это будет делать приятнее. И поэтому лучше, чтобы инициировали создание прототипа именно мы. Так, хорошо. Причины, почему мы это делаем, мы разобрали. Теперь давайте разберем, как это делать. В прототипе, когда вам принесли какую-то идею, да, ваши партнеры, заказчики или вы даже сам, нужно выделить, что в ней ключевое. И вот этот вот ключевой функционал и обрисовать, а также все, что его обеспечивает. Вот в нашем случае весь наш образовательный проект, который мы будем разрабатывать, заключается в том, что мы хотим создать сервис, в котором люди могут публиковать свои идеи и показать их всему миру. Вот как бы основная идея сервиса. Исходя из этого, появляется понимание, значит, что там должно быть? Во-первых, функционал, авторизации, потому что это принадлежит каким-то авторам эти идеи. Там должна быть функционал выкладки идеи, просмотра идеи, и вида какого-то списка этих идей, и, возможно, поиска по ним. То есть, понимаете, да, уже вот какое-то облако фич образуется вокруг этой ключевой идеи. Вот и их надо отобразить в графическом прототипе. В то же время должна быть граница. MVP — это Minimal Viable Product, минимально жизнеспособный продукт. Оно должно быть таким, чтобы если ты из него что-то выкинешь, это уже вообще не тот продукт. И в то же время, если ты в него уже что-то добавишь, это его кардинально не изменит. И вот где-то здесь вам нужно остановиться. То есть это самый минимум, на который уже будет ценен и реализовывать ключевую фичу. Хорошо. Так, примерный вектор этого мы также обрисовали. Давайте приступим к рисованию. На самом деле это можно сделать и на бумаге, карандашом, и это тоже будет нормально, просто отфотографировать, всем показать. Вот. Но мне очень нравится программа Balsamiq Mockups. Она есть и для десктопа, то есть ее можно скачать и установить, и есть облачная версия. Вот. Используйте как вам удобно, и, к сожалению, эти форматы два несовместимы, но не суть важно. Если вы профессионально владеете Figma или еще какими-то другими редакторами, в которых вам лично удобно накидать что-то быстро, используйте их. Но мне нравится именно Balsamiq, потому что в нем получаются очень страшные дизайны, и заказчики их никогда не путают с реальным будущим дизайном. Вот. И в то же время, когда вы его накидываете, вы не паритесь о том, чтобы он красиво выглядел, потому что он все равно будет выглядеть некрасиво. Вот. И вы ориентируетесь именно на его функционале, а не внешнем виде. Что ж, давайте приступим и посмотрим, что у нас будет получаться на практике. Создаем новый проект. И сразу можно определить, какие у нас будут примерно экраны. Так, что у нас здесь будет? Проектировать я предлагаю начинать с обрисовки ключевой страницы вашего проекта, где находится ваша основная сущность. Основная сущность нашего проекта — это идея. И основная страница — это, соответственно, страница просмотра идеи. Вот так ее и назовем. View Idea. Хорошо. Теперь нам нужен браузер. Все, мы его вот так вот перетаскиваем, он вот так вот выглядит. Отлично. Что у нас здесь точно будет? У нас здесь будет какой-то заголовок. Пишем title, subtitle. Просто кликаем, он добавляется. Хорошо, какой у него будет заголовок? My idea name. Да, хорошо, это будет у нас заголовок страницы. Потом, будет какое-то, видимо, у нас текстовое описание. Угу. Вот, отлично. Видите, как нам не надо придумывать какой-то там текст, а мы просто показываем, что, будет тут какой-то текст. Еще я считаю, что нужно сразу под текстом этой идеи показать аватарку автора и вообще, что это у нас автор. Поэтому мы можем вот это вот взять и написать здесь, например, Сергей. И чтобы все поняли, что это за Сергей, можно здесь пометить автор. Не факт, что в дизайн это так и уйдет, но всем понятно, что здесь можно видеть имя автора. Отлично. Вот, к сожалению, в тайтле нет переноса текста, поэтому я могу это скопировать, этот тайтл удалить и в текст вставить реальный текст. Автор Сергей. Вот. И ничего мне не мешает поиграться с размером шрифта. Настройки есть, их минимум, но именно те, которые вам нужны, здесь будут. Все, всем понятно. Это аватарка и автор показан. Вот сейчас это был очень долгий, конечно, компонент. По-хорошему, надо еще быстрее все это накидывать. Ладно. Автора показали. Что еще может быть у идеи? Так, давайте автора сгруппируем. Здесь очень мало функций, которые надо знать, но которые полезны. Вот можно нажать Command-G, и это сгруппируется. Или правой клавишей, вот здесь Group и Ungroup есть такое свойство.
Вот, все сгруппировали. Теперь, когда мы на это кликаем, мы можем это двигать. Если нажмем 2 раза, можем провалиться внутрь и раздвинуть это назад. Все, вот группировка — одна из ключевых фич, которая нам нужна. Потом я считаю, что у идей может быть галерея. Да, растягиваем браузер, потому что у нас кончилось место. И докидываем галерею изображений. Так, этот квадрат в сторону может тянуться? Может. Хорошо. Я думаю, что не всем будет понятно, что мы подразумеваем, что здесь галерея. Поэтому мы добавляем стикер. Image Gallery. Все, теперь всем однозначно понятно, что это такое. Так, что еще будет у галереи? Ну, лайки. Да, давайте найдем иконку лайка. Угу. Поставим лайки. Да, я не знаю, можем их куда угодно поставить. Ну, давайте под сам текст между галереей и текстом. Опять же, группируем эти два компонента. Все, двигаем автора пониже и добавляем лайки. Ну ладно, для красоты дизайна здесь нужно поймать баланс. То есть вроде бы понятно, что это лайк, но надо сделать так, чтобы все люди, когда заходили, понимали, что это они. Чтобы ваш прототип в их головах сразу формировал видение, им приходилось все-таки поменьше делать каких-то внутри головы операций для того, чтобы понять, что перед ними. Вот, здесь будет вот так оптимально. Все, количество лайков. Так, хорошо. Чего у нас здесь еще не хватает? Да вроде галерея есть, лайки есть, название идеи есть. Ну, может показаться, что это очевидно, но, тем не менее, давайте добавим, я не знаю, дату публикации идеи. Created at 4.04.2023. Так, берем дату и подставляем ее вверх. Угу. Хорошо, это указали. Так, ну и хорошо. Сама страничка идеи видна. Теперь, когда вы нарисовали саму страничку идеи, я рекомендую нарисовать ваш лейаут, то есть представление о том, какое у вас будет меню и что у вас будет логотип. Берете, опять же, какой-нибудь тайтл. Угу. Пишите здесь название вашего сервиса. Если его нет, придумайте какое-то рабочее. Все, наш сервис будет называться Idea Nick. Типа у каждой идеи есть ник, и всегда можно в браузере его найти по адресу, например, ideanic.info/ideas/myideanic. Пускай так. Но вот это уже избыточно. На это никто не будет смотреть. Это так. Ладно, здесь у вас логотип, и потом у вас должны быть какие-то пункты меню. Как они на самом деле будут распределены там вправо в строчку или вниз в колонку, это не важно в вашем прототипе, важно здесь понять, какие там будут пункты меню и как вообще навигироваться примерно по сервису. А дизайнер уже сам решит, может он что-то в левый угол отнесет, что-то в правый угол и так далее. Так, поэтому мы берем просто компонент меню. Оно предполагает то, что это меню какой-то программы, но мы его можем спокойно использовать и в нашем просто сервисе. Так, выделяем то, что у нас уже есть, и двигаем чуть-чуть правее. Выделили, подвинули. Маловато места. Можно еще растянуть браузер. Так, вот у нас есть меню. Ну, поехали. Какие у нас должны быть пункты? Очевидно, что у нас должен быть список всех идей. Потом пускай у нас будет, например... Ну, логично, как-то надо мочь создать кнопку. Дизайнер может сделать так, что надо зайти сначала на All Ideas, и там будет кнопка «Добавить идею», но вам проще сразу показать все ссылки на все ваши страницы, которые у вас есть. Поэтому я напишу Add Idea. Потом, наверное, вполне логично сделать кнопку так, Add Idea, All Ideas, например, My Ideas, те, которые я добавил. Вы можете их назвать My Own Ideas, сказать то, что вы еще хотите видеть список всех лайкнутых вашими идей, все идеи, которые вы лайкнули. Liked Ideas. Хорошо, пускай такой будет пункт меню. Так, ну, очевидно, у вас должна быть кнопка входа и выхода, да, но представим то, что это у нас уже авторизованный пользователь, поэтому у нас будет кнопка Logout, которая позволяет выйти из системы. Так, ну и у вас есть какой-то профиль, где вы можете указать свое имя и поменять аватарку, поэтому My Profile, да.
My profile. Хорошо. Все, на этом этапе не важно. Если что-то забыли и решить что-то убрать, вы это успеете сделать. Главное, что вы сейчас это уже добавили, и это уже есть. Так, здесь какая-то палка ненужная. Хорошо, теперь вам этот layout потребуется много где. В связи с этим я предлагаю вам объединить ваш браузер и ваше меню в группу и сделать следующее. Convert to symbol. Все, больше никаких спецфункций здесь не будет. Мы этот конвертировали в символ, и теперь можем его использовать на всех страницах, где бы они ни были. Вот, давайте просто это применять. Хорошо. Страничку просмотра и идеи уже сделали. И теперь нам понятно, какие нам нужны еще страницы. Так, ну логично, давайте теперь all ideas, то есть как вообще люди другие попадают на эту страничку из списка всех идей. Так, all ideas. Хорошо, вставили наш браузер, причем его здесь можно хорошо менять по высоте, и он все равно не должен был съезжать. Хорошо, тогда просто 2 раза по нему кликаете, и вот здесь уже можно двигать. Причем, смотрите, какая ситуация. Когда вы редактируете символ, он вам говорит, что вы сейчас переписываете не сам исходный символ, а вы только меняете его properties. Поэтому сейчас, когда я ужал вот это вот окно браузера, оно здесь стало короче, а вот здесь оно осталось длинным. Если я хочу поменять что-то везде, я могу сказать, да, я хочу поменять везде, и логично здесь, например, поменять пункты меню, да. Вот я могу поставить перенос здесь, и он везде отобразится. Все, я нажимаю Escape, Back to Wireframes, и все, и у меня теперь логаут и тут находится за чертой. Отлично, все. Все остальные функции здесь не очень-то нужны, а все компоненты можно найти в строке поиска или вот здесь вот полистать. Хорошо. Так, ну что ж, нам нужна all ideas. Берем заголовок, вставляем сюда all ideas. Так, ну и здесь важно придумать, из чего будет состоять наша карточка. Она будет состоять из заголовка идеи, но он будет, соответственно, поменьше, чем тот. Хорошо, my idea name. Потом будет какое-то короткое описание. Это идея, наверное, так, да? Вот просто сделаем его короче. И станет понятно, что это короткое описание. Так, ну я думаю, надо там тоже показать количество лайков, но без возможности лайкать. Поэтому просто отсюда это копируем, это удаляем, вставляем, получаем количество лайков. Ну и делаем это тоже поменьше, чтобы было понятно, что это привязано к этой идее, а не что-то отдельное. Так. Да вполне себе хороший список. Я не вижу смысла здесь выводить автора. Главное, что есть идея, есть количество лайков. Все. Вы уже обрисовали структуру этой страницы, поэтому дальше ничего выдумывать не надо. Лайк столько пододвинуть поближе. Угу. Все скопировали, вставили. И всем становится понятно, что здесь будет список идей. Отлично, эта страница тоже готова. Можно двигаться дальше. Теперь надо понять, как вообще такую идею создать. Соответственно, должна быть форма, которая называется add idea. Вот. Давайте ее создадим. Да можно просто здесь все скопировать. Command-A, Command-C. Создаем страничку. Переименовываем. Add idea. Так, add... а страница будет называться New Idea. То есть кнопка Add Idea, а это вы назовете New Idea. Кнопки обычно называются в инфинитиве, а заголовки не в инфинитиве. Хорошо. New Idea. Ну, что это такое? New Idea — это форма. Ищем здесь компонент input, текст input. Это просто прямоугольник. Вот. И можно найти label. Будет текст label. Хорошо. Так, его сделали. И что у нас здесь есть? Можем построить по страничке. Это заголовок, большое описание, маленькое описание, галерея изображений. Да? Ну и пока это все, что мы видим. Title. Так, опять же, я предлагаю это объединить в группу и переносить дальше. Так, title. Здесь будет short description. Так, я что-то не то нажал. Short description. Потом нас не устраивает, что это input. Ну, хотя ладно, short description может быть просто длинной строкой. Тоже вот так вот покажем визуально, чтобы люди понимали, что это что-то длиннее, чем title. Хорошо. И нам потребуется также текст. Ну, это как бы полный текст, будем считать так. Полный текст. А вот input нам не подходит, потому что его нельзя растягивать в ширину. Но у нас существует текстария. Все, взяли текстарию. Это можно снести.
Это сюда поставить, и всем станет понятно, что это уже какой-то большой текст. Так, пододвинем поближе. Хорошо. Так, ну еще нам нужна кнопка для загрузки изображений, то есть вот так вот добавим button, ну и можно все-таки картинок накидать, что якобы это какая-то галерея, которой можно отсюда управлять. Так. New idea. Все, здесь какие-то кнопки. Upload to gallery. Угу. Загрузить в галерею. Ну и когда мы заполним эту форму, я бы хотел, чтобы можно было сохранить, соответственно, эту идею, создать ее. Create idea. Да, и вот ключевые кнопки, чтобы, опять же, у людей за них взгляд цеплялся, можно тоже пометить цветом. Здесь есть настройки цветов. Только где они? А, вот она. Да, цветов немного, но можно любой указать. Хорошо, я хочу синие кнопки. Все, он сам цвет перекрашивает, поэтому очень удобно здесь именно прототипировать. Ладно, эта страница у нас готова. Ну, логично, что идею можно как-то отредактировать. То есть мы сейчас уже это понимаем. Вот создали идею, а как ее потом редактировать? Соответственно, нужно здесь тоже продумать этот сценарий. Мы его продумываем. Давайте добавим кнопку, которая будет называться Edit Idea. Но она должна быть видна только у автора, правильно? Поэтому, чтобы люди это понимали, мы добавляем комментарий. This button visible only for author of idea. Так, стикер подужали. Все, пометили. Хорошо. Ну, опять же, чтобы людям было проще воспринять, вы можете сказать, да, форма редактирования идеи точно такая же, как и форма создания идеи. Нет, говорю, не надо людей ничем нагружать, поэтому просто сделайте дубликат. Можете заморочиться и превратить всю эту страничку в символ, и в этом символе поменять только тайтл. Но здесь правило такое. Вообще ничего не парьтесь, проще просто скопировать и потратить там 20 секунд, чтобы это изменить. Пишите edit idea. Вот, и станет понятно, что это edit idea, my idea name. Все, и здесь название этой же идеи. Так, my idea name. Да, все, и здесь будет кнопка save idea. Ну, можете для какого-то понимания здесь вот вставить какие-то строки, но вот тут уже всем будет понятно, что здесь что-то заполнено. Можно не добавлять, в общем, как угодно. Ладно, то есть у нас есть все идеи, страничка просмотра идеи. Дальше мои личные идеи, да. Ну, это вроде бы очень похоже вот на эту страницу. И мы можем ее тоже вставить сюда. Так, дубликат. Перенесем ее пониже. Так, my own ideas. Хорошо. И можем просто скопировать отсюда вот этот заголовок и вставить сюда. Всем будет понятно. Ничего страшного, что страницы повторяются. Людям так будет проще воспринимать. В то же время, если вы совсем заморочитесь, вы можете настроить ссылки, чтобы когда вы нажимаете на какую-то страничку, она меняется. И тем не менее, тоже важно сразу их разбить, потому что потом вы будете демонстрировать это вашим партнерам-заказчикам, и заказчики скажут, слушай, а давай на страничке моих идей мы здесь сразу поставим кнопку редактирования. Может, им будет это важно вот на этом этапе сказать. Ты бы мог им сказать, да не парьтесь, мужики, это все дизайнер потом продумает, но на самом деле лучше сразу все эти требования удовлетворить, которые легко удовлетворяются. Вот, и вам будет проще не копировать в тот момент эту страницу, а просто зайти сюда и навтыкать сюда кнопок, и все. А так вот у вас есть my own ideas, liked ideas. Ну, вроде бы она должна быть такая же, да? Liked ideas. Ой. Ага. Так, rename. И здесь переименовать. Liked ideas. Хорошо. Так, ну, получается, эти кнопки мы реализовали. У нас есть авторизация. Вот. И тут тоже важно это отрисовать, потому что ну, авторизация, она вроде бы во всех проектах похожа, но часто на ее этапе решается много вопросов. Хотим ли мы делать регистрацию по телефону, по e-mail, а через какие соцсети и так далее. И это тоже надо отобразить. Так что надо создать все-таки страничку для
регистрации, входа и прочего. Но мы ее назовем просто auth, и все страницы, связанные с авторизацией, добавим сюда. Иногда удобнее не делать по вот такому одному макету на каждом отдельном вайрфрейме, а удобно сразу в одном сделать много страниц. Вот сейчас так и сделаем. Так, вставили вот это, у нас тут будут маленькие такие странички. И заодно здесь сразу сейчас покажем, какие у нас будут пункты меню у неавторизованного. У него не будет My Own Ideas, у него вообще всего этого не будет. У него будет только All Ideas, Sign In и Sign Up. Вход и регистрация. Хорошо. И, соответственно, нам нужны заголовки. Так. Все, хорошо. Вставляем заголовок. Ну, сначала регистрация. Да, нам нужен input. Так, ну, допустим, на этом этапе мы скажем, что мы хотим, чтобы у пользователя были и никнеймы, и e-mail. Вот такая у нас задея, что и у идей, и у авторов есть какие-то никнеймы, которые будут отображаться в урлах страниц. Поэтому никнейм, раз, поле пустое. Так, потом, пускай он указывает e-mail, потому что нам нужны e-mail. Ага, так. И, ну, что он тут должен указать? Пароль. И вот эта классика, сейчас. И вот эта классика password again, да, когда мы просим пользователя повторить пароль, чтобы он точно знал, что какой он установил. Все, мы это нарисовали, и все стало понятно. Берем нашу кнопку. Угу. Добавляем. И здесь sign up. Вам не нужно здесь прорисовывать состояние формы, а как будут выглядеть инпуты, если он там ведет некорректно e-mail. Это все не важно. Важно только то, что определяет работу сервиса в совокупности. Хорошо, страничка sign up готова. Мы ее можем загруппировать. И правее, левее, ниже, где угодно, можно сколько угодно двигать, создавать еще странички. Здесь указываем sign in. Ну, sign in у нас пускай будет просто по никнейму и паролю. Вот так. Sign in. Хорошо. Ну и все. Sign up, sign in. Хорошо, всем все понятно, как проникнуть в наш сервис. Отлично. Так, не учли страничку моего профиля. Давайте исправляться. Так. My profile. Вставляем. My profile. Ну что у нас здесь должно быть? У нас здесь должно быть форма для изменения пароля. Пускай будет так. Угу. Так, password again сохраняем. Так, password. Change password. Ага. Так, и это будет называться old password. Должен ввести старый пароль, а потом ввести новый пароль. Вот такая затея. Угу. Хорошо. Вот он заполнит все эти три поля, и у него будет свой пароль. Так, это мы объединяем, но логично этому тоже какой-то тайтл выдать, то что это будет password. Опять же, с формулировками можно не запариваться. На этапе дизайна все это будет более подробно продумано. Здесь важен сам смысл. Так, сейчас добавим это внутрь группы. Для этого вырезали, вошли в группу, вставили, пододвинули, нажали Escape. Хорошо. Так, потом еще у нас должна быть форма для установки имени, никнейма и пароля. Ой, имени, никнейма и аватарки. Поэтому ее тоже добавляем. Ой. Так, вот они. Я их вставляю, а не вижу, где они. Так, это надо выше, и это будет, ну, назовем General. Nickname. Что это делать? Ага, nickname. Real name. Так, и еще одна кнопка, но уже опять белая, которая будет называться Upload Avatar. Аватар, хорошо. И кнопка Save
changes. Угу. Хорошо. Основные настройки профиля сделали. Так, ну еще раз у нас есть почта, логично добавить отдельный раздел с изменением почты. Вот давайте его добавим. Так. E-mail. Здесь будет просто поле. Так, change e-mail. New e-mail. Да, и возможность изменить e-mail. Все, пусть будет так. Дизайнер, может быть, разнесет это на разные страницы, еще что-то. Мы, главное, пометили, что такой функционал у нас принципиально существует. Так, давайте сверимся, ничего ли мы принципиально не забыли. Так, вот тут вот как раз вы уже перед вашими глазами встал образ вашей идеи. Если до этого он был в голове, он еще не выражен, его в этом мире нет. А теперь он есть, и вы на это все можете глядеть, и вот для вас открываются какие-то новые пути. Вы можете посидеть и подумать, чего вам здесь не хватает, или наоборот, что здесь там лишнего и так далее. Вот. Ну, и вот смотрим мы на все это дело, и нас осеняет, что да по идее же поиск нужен. Как без поиска по идеям? Давайте его добавим. Вот. Логично, нужен поиск. На этом этапе это сделать крайне несложно. Причем это нужно только в списке всех идей. А я уже где-то не там заголовок подвинул, да? Это лайкнутые идеи. Главное здесь добавить. Так, это двигаем пониже. Вставляем наш input. Пишем здесь search. Это можно вот прям тут написать search. Вот так вот и добавить кнопку. Search. Всем все понятно. Даже не надо париться с выравниванием, да, там доводить до края, потому что, видите, ну и так некрасиво. Какая разница, если вы сейчас это растянете до сюда и выровняете с текстом, ну, разве что-то от этого поменяется? Нет. Вот тем и хорош бальзамик, что как бы вы ни старались, получится страшно, и поэтому вам не приходится стараться. Ладно. Фич поиска добавили. Потом вы понимаете, вот так вы начинаете визуализировать. Так, хорошо, ну вот, допустим, я запущу, придет пользователь, запустит сюда идею, потом мы ее здесь увидим, сможем поглядеть, лайкнем. А вдруг он запустит какую-то ужасную, страшную, некрасивую, матерную идею? Вот что мы будем с этим делать? Нам это нельзя так. А вдруг там вообще что-то сверхужасное будет написано? Мы не хотим такие идеи показывать нашим пользователям. А у нас здесь нет никакого функционала для модерирования. Но нам бы как-нибудь так это спроектировать, чтобы было не слишком заморочно. Давайте просто сделаем такое понимание, что в нашем сервисе есть какие-то админы, и у них есть спецправа. И в том числе будет спецправо на блокирование идей. В связи с этим давайте добавим еще одну кнопку сюда, которая будет видна только админам. This button visible only for admins. Угу. И это будет блок idea. Вот. Причем, как она работает, вы можете здесь не разрисовывать, потому что примерно всем понятно, что. На практике вы у себя в голове уже задумали. Когда он нажмет «Заблокировать идею», все, кто зайдет на эту страничку, увидят вместо этой идеи красный плакат о том, что идея заблокирована, а в списке всех идей я просто не буду ее выводить. Вот ваш хитрый план, и вы его выразили вот созданием этой кнопки. Хорошо, блокирование идей мы изобрели. Вот. И в то же время надо понимать, что не все фичи, которые вы хотите создать, реально отобразить именно в графическом прототипе. Ну вот, в частности, я бы хотел, чтобы 1 числа каждого месяца все люди получали e-mail с информацией о том, какие идеи в прошлом месяце были самыми пролайканными, типа топ-10 самых популярных идей. И для этого, можно рисовать типа дизайн e-mail письма, а можно проговорить словами на встрече и все это обсудить. И в то же время надо понимать, что ваш графический прототип — это, конечно, первоисточник, да, вашего задания, но он нужен вот только на этапе того, чтобы согласовать что-то первично. А потом у вас появляется бэклог, который мы и создадим в следующем уроке. И вот туда логично уже все вот эти вот фичи дописывать. В то же время, если вы понимаете, что у вас есть еще, опять же, куча идей, что в этот сервис накрутить, но вы понимаете, что они уже выходят за рамки MVP. То есть их реально можно сделать после запуска. Просто вот так вот отсекайте, что можно сделать до запуска, что после запуска. И старайтесь себя именно вот принижать, чтобы сделать как можно меньше.
И, соответственно, это лишнее и не отрисовывайте. А все ваши гениальные дополнительные идеи, и они, кстати, реально могут быть хорошими, а могут быть нехорошими, не в этом суть. Суть в том, что они должны в МВП не входить, если они избыточны. Вы их просто будете дописывать в бэклог. Вот. Но вообще про структуру бэклога и как к нему относиться мы поговорим в следующем уроке. Так, а с нашей стороны что? Мы отрисовали прототип, и нам теперь предстоит его представить нашим партнерам, заказчикам. Для этого нужно в каком-то формате им его предоставить. Вот в браузерной версии этой программы есть возможность это пошарить между участниками, но, возможно, не всем это будет удобно. Это не совсем тот инструмент, в котором вам реально важно всем вместе поработать. Лучше, чтобы это вы только его и редактировали, а для них вы можете это все экспортировать. Давайте, во-первых, сразу название ему дадим нормальное. Идея ник. Угу. Хорошо. И потом делаем экспорт. И очень удобно делать экспорт прямо в PDF. Экспорт. Ждем. Открываем. И смотрите, им можно это отправить просто как PDF-ку. Они все это увидят. Здесь все нормально отобразится. Они смогут посмотреть это даже на телефоне. И в то же время я вам рекомендую этого не делать. Ничего им не отправляйте. Вот. Лучше показывать прототип на живой встрече или живом созвоне. То есть план будет такой. Вы нарисовали прототип, звоните вашим партнерам-заказчикам и говорите: так и так. Я дорисовал прототип, давайте согласуем наше видение, посмотрим все экраны, когда вам удобно будет этим заняться. Он говорит: ну, давайте там тогда-то, тогда-то. Вы созваниваетесь, вы расшариваете экран и идете и своими словами описываете, как что куда попадает. Вот вы причем можете начать не с этой страницы, вы начали ее рисовать. Но вы говорите: у нас появляются пользователи, они попадают на главную страницу. На главной страничке у нас будут все идеи. Вот, он может куда-то перейти, переходит в идею, видит вот такое. Здесь то-то, то-то. И, то есть, понимаете, да, рассказывайте какую-то историю. Вы буквально там за 2-3-5 минут это все можете изложить, и потом начнется обсуждение. Он начнет задавать вопрос: а почему здесь не так, делать какие-то предложения, а вам надо просто их фиксировать. Все зафиксировали. Если есть возможность, можете прямо при нем зайти в программу и все поменять, и опять же показать. Здесь можете, какое-то сотворчество проявить и вместе доделать этот прототип. Вот. Если, правок много, или вы вообще неправильно поняли, надо переделывать все, ничего, берете еще время и все по кругу. То есть еще разок все отрисовываете, демонстрируете и обсуждаете. И как только вам удастся согласовать прототип между всеми участниками вашего проекта, вы можете переходить к составлению бэклога. А когда вы составите бэклог, вот только тогда вы можете передать ваш прототип в работу дизайнеру. Вот. Ну, о том, как передавать прототип в работу дизайнера и как вообще с ним об этом договариваться, мы рассмотрим еще и в следующем уроке. Но сейчас уже отмечу, что от дизайнера зависит очень многое. Он может просто сделать вам жизнь хуже тем, что его дизайн не будет иметь повторяющихся элементов, он накосячит что-то с дизайн-системой, он может решить, что ваш прототип плохой, и нарисовать другой дизайн, в то время, когда вы уже разработаете половину, образно говоря, проекта, и вам придется все переделывать. Поэтому очень важно нам, как разработчикам стартапов, найти своих, скажем так, любимых дизайнеров, с которыми вы сможете делать все ваши проекты. Вот одного-двух. И это не такая простая задача, приходит с практикой, приходит с опытом, но это важно. То есть к этому надо стремиться и найти дизайнера, с которым вы можете быстро и эффективно создавать ваши проекты. Хорошо. А теперь мы можем перейти к созданию бэклога, исходя из нашего графического прототипа. До скорого.